Привет, мои хорошие! Сегодня мы с вами будем шить вот такую косметичку в стиле оригами. Ну, конечно, многие из вас даже скажут, ну какая же это косметичка, это сумочка. Но нет, это косметичка. Косметичка, которую можно брать с собой куда угодно. Поехали к подружке с ночевкой, зацепили с собой сумочку. Также можно взять ее на дачу или на какой-нибудь отдых. К тому же, нося ее как отдельный аксессуар, она не будет занимать место у вас в основной сумке. В общем, мое мнение, что каждая любящая себя мадемуазель должна иметь такую сумку у себя в арсенале. И начинаем мы, конечно, пошив самого главного элемента, это клапан нашей косметички. Он состоит из 4 деталей. Каждую деталь уплотняла войлочным бандо, но в припуске его не впускала. Для начала делим крой на 2 верхних и 2 нижних и стачиваем их между собой по коротким припускам. Припуски на обработку я давала ровно в 1 сантиметр. И так как уплотнитель у меня в припуске не входит, мне придется взять лапку для втачивания молний. Именно она поможет мне соединить эти детали вместе. После чего нам нужно обязательно дать еще отделочные и закрепочные строчки. Мы раскладываем припуски в разные стороны, чтобы не создавать лишнюю толщину, и отстрачиваем каждый припуск на 0,1 либо 0,3 мм. Очень красиво смотрится 0,1 мм, но это очень опасно, поэтому я избегаю его и делаю где-то примерно 0,2-0,3 мм. После чего соединяем эти детали между собой. Здесь у нас шов получается неровный, будем стачивать сегментами. Для начала соединяем небольшой участок и начинаем стачивать. Доходим до уголка, делаем небольшую закрепочку и продолжаем строчку. Когда доходим до следующего уголка, опять же небольшая закрепка и продолжаем. Красота неимоверная. Теперь нам нужно также поступить с этими припусками. Разводим их в разные стороны и отстрачиваем 0,2-0,3 мм. Знаете, сейчас скажу очень честную штуку. Когда я собиралась вообще к пошиву этой косметички, мне было очень страшно. Я думала, я с ней вообще не справлюсь. Но когда приступила к пошиву, оказалось, это очень просто. Из лаковой ткани, кстати, смотрится очень эффектно. Если бы я шила из обычной матовой искусственной кожи, то такого бы эффекта не было. Обработка подклада для клапана аналогична основной детали. Все то же самое. Раскрой и такое же соединение. Но здесь будьте осторожны. Я хочу вас немножко предостеречь. Будьте внимательны, когда будете раскраивать подклад. Он должен быть зеркальным отражением основной детали. То есть, если вы кроете по выкройке, основную деталь вы выкраиваете как положено, а для подклада выкройку переворачиваете другой стороной. И также было бы неплохо продублировать все детали подклада клеевой, чтобы он был более жесткий и держал форму граней. И в подкладе мы точно так же, как и в основной детали, уплотняем припуски строчкой. И вот наш подклад готов. Но к нашему подкладу есть еще небольшая застежка, которую мы сейчас должны обработать. Это будет шлевка с магнитной кнопкой. Раскроила я их из искусственной кожи, но ту сторону, где у меня будет устанавливаться магнитная кнопка, я ее продублировала. После установки магнитной кнопки мы должны соединить эти детали вместе. Для этого я использую двусторонний скотч. Склеиваем детали и даем строчку. Я делаю строчку на 0,2 мм от среза ткани и придаю ей закругленную форму в основе нашей магнитной кнопки. Так она выглядит более аккуратно. После чего срезаю все припуски лишней ткани как можно ближе к строчке, оставляя буквально 1 мм. У меня срезики получились более-менее аккуратные, поэтому я их прокрашивать не буду. Хотя в идеале можно было бы и прокрасить, но я не буду. Соединяем нашу шлевку с подкладом. Мы ее здесь просто закрепляем. Можно в принципе пройтись строчкой, но я просто закреплю зажимом. Теперь наш основной клапан. У нас есть снизу вот такие надсечки. Сюда мы будем устанавливать донышко для молнии. Заворачиваем 2 припуска вовнутрь и закрепляем все это прищепочками.
Устанавливаем крой к насечкам и также закрепляем прищепочкой. Для подклада у нас есть точно такой же крой. Мы с ним делаем то же самое. Заворачиваем 2 припуска вовнутрь и закрепляем к подкладу. Теперь нам нужно втачать молнию. Мы берем лапочку для втачивания молний. И сейчас за одну операцию мы соединяем стопор с основной деталью и как продолжение втачиваем молнию. Срез молнии накладываем на стопор примерно на 2-3 сантиметра и вшиваем молнию строчкой в 1 сантиметр. И точно так же по окончанию впускаем срез на 2-3 сантиметра и отрезаем молнию. И еще важно для удобства на молнии в поворотах сделать надсечки, по 2-3 надсечки, чтобы молния хорошо легла, когда мы будем соединять ее с подкладом. Теперь по всему периметру соединяем подклад и основную деталь, совмещаем все надсечки, серединки, а также шовчики стачивания деталей на подкладе и на основной. Все это должно совпадать. Теперь нам нужно дать строчку. Строчку будем давать, конечно же, со стороны основной детали, но нам нужно оставить отверстие для того, чтобы вывернуть клапан. А оно у нас будет как раз в донышке. Строчку начинаем давать от донышка, проходимся по всему периметру клапана, затем заканчиваем на противоположной стороне, где у нас начинается опять же донышко. И делаем хорошую закрепку, так как мы будем выворачивать через это отверстие весь наш клапан. Но перед тем, как выворачивать, нам нужно обязательно срезать немножко припусков в поворотах. В поворотах это обязательно, так как у нас там складывается большая толщина, когда мы выворачиваем деталь. Ну и наконец-то можно вывернуть наш клапан. А также, если у вас образовались какие-то замины, заломы, можно придать это влажной тепловой обработке. Как это делать с искусственной кожи, мы с вами уже проходили. Кто не видел, ссылочку на ролик оставлю в описании. А перед тем, как закреплять наше донышко, нам нужно ставить бегунок. Здесь обратите внимание, как вам будет удобно открывать или закрывать косметичку. Обычно это всегда работает по стандарту слева направо, если вы только не левша. И уже смотрю при монтаже ролика, что я все равно ошиблась и вставила бегунок справа налево. Но мне это никак не мешает. Дальше наносим на противоположную сторону молнии наши надсечки, параллельно нашим шовчикам на основной детали. Это нужно для симметрии втачивания. Теперь можно застрочить наше донышко. Здесь мы просто соединяем 2 донышка вместе и даем поверху строчку. Как по молнии, так и по припускам. По молнии можно дать закрепки, а по припускам донышка я даю строчку в 0,5 мм от среза. Теперь переходим к обработке нашей внутренней перегородки. И самым первым делом нам нужно установить нашу противоположную магнитную кнопку. А после этого можно настрочить резинку. Резинка у меня в 2 сантиметра. Она будет служить нам для удержания кистей, карандашей и других подобных инструментов. У меня это расстояние в 2 сантиметра. Я думаю, этого будет достаточно. Теперь для этой детали у нас еще есть подклад и дополнительный карман, который я решила сделать из силикона. Силикон нам нужно обработать верхний срез косой бейкой или, как у меня, бейкой для окантовки. Огибаю срез и даю строчку. Кстати, все эти детали у нас выкроены без припусков на обработку. Также и уплотнитель, так как ее мы будем обрабатывать четко беечкой. Значит, теперь прикладываем наш кармашек, соединяем срезики, закрепляем все это прищепочками. И после чего нам нужно просто ее обработать бейкой. В этом кармане мы можем хранить какие-нибудь патчи, ватные диски, влажные салфетки или просто салфетки. Окантовать нам здесь нужно от припуска втачивания до противоположного припуска на втачивание.
А еще как вариант на заметку для вас, можно было бы дать в этот крой припуски на обработку и сделать его выворотным. В таком случае я подозреваю, что обработка будет более аккуратной и, что немаловажно, очень чистой. Сам силиконовый кармашек тоже можно закрепить к припуску. Теперь соединяем магнитную кнопку, чтобы видеть, как у нас будет стоять кармашек. И соединяем припуски в перегородке с припусками на донышке. Теперь нам нужно дать здесь закрепочную строчку 0,5 мм. Здесь можно сказать, что полдела у нас уже сделано. Переходим к обработке главного ботана. Мы сейчас должны установить ручку. А перед тем, как установить ручку, логично ее обработать. Значит, у нас есть основная ручка. Я взяла за основу стропу в 2 сантиметра и сверху буду декорировать ее искусственной кожей. Для начала к стропе нам нужно приклеить с помощью двухстороннего скотча нашу декоративную полоску. Ровно посередине приклеиваем. И теперь следует настрочить. Срезы у декоративной шлёвки я никак не обрабатывала. Искусственная кожа очень хорошего качества, и мне этот эффект даже нравится. Теперь делаем строчку. Здесь я могу сделать строчку в 0,1 мм. Толщина небольшая, поэтому точность можно контролировать. Если вы также делаете из стропы, как у меня, то желательно, конечно, срезы все обработать зажигалочкой, чтобы впоследствии они у нас не высыпались. Теперь забираем у ручкодержателя наше полукольцо и вставляем его в ремешок. Именно эти детали сейчас нам нужно соединить, то есть заворачиваем припуск примерно на 2 сантиметра вовнутрь. И тут два варианта обработки. Либо можно настрочить, застрочить припуск, либо установить клепки. Я выбрала второй способ. Выбрала самые маленькие клепки и буду устанавливать их с одной и с другой стороны по 2 штуки. Этот вариант мне показался наиболее легким и, что немаловажно, очень аккуратным. Цвет клепок в идеале должен сочетаться с полукольцом. Но у меня, если посмотреть во всей сумочке, не сочетается совершенно ничего, так как у меня есть ручкодержатель серебряного цвета. И логично, если были бы полукольцо и клепки, все металлические элементы тоже серебряного цвета. Но, к сожалению, у меня в наборе кончились полукольца и карабины серебряного цвета. Так что приходится сочетать несочетаемые. Ручкодержатель вот такой формы. Серединку, где у меня будет полукольцо, я уплотнила. И следующая задача, вернее первая, в том месте, где у нас будет полукольцо, дать укрепляющие строчки. Примерно 2-3 мм от среза. Теперь вставляем ручкодержатель в полукольцо. Внутренний припуск мы прячем за основную деталь вовнутрь и закрепляем прищепочкой. Также делаем и с противоположной стороны. Следующий этап. Устанавливаем наши ручкодержатели к нашему ботану. А для этого воспользуемся двухсторонним скотчем. Двухсторонний скотч нужно клеить там, где у нас не будет строчки притачивания наших ручкодержателей, чтобы у нас игла не завязла в клею двухстороннего скотча. Поэтому ровно посерединке мы склеиваем детальки вместе и также устанавливаем дополнительный кусочек двухстороннего скотча, чтобы приклеить к ботану. Устанавливаем ровно посередине и к намеченной метке.
Также с противоположной стороны у нас есть метки, куда мы должны установить ручкодержатели. Дальше у нас строчка. Строчкой можно также закрепить по полукольцу, но я этого делать не стала. Я буду делать строчку только по периметру нашего ручкодержателя до полукольца. А так как укрепить наш ручкодержатель все-таки нужно, я воспользуюсь клепками. Все теми же клепками. И красиво, и практично. Итак, продолжаем дальше. У нас есть еще вот такое донышко. Или, так как у нас косметичка, это имитация донышка. Оно у меня уплотнено, также в припуске я бандо не впускала. Теперь нам нужно соединить наше донышко с основным ботаном. И параллельно то же самое делаем с подкладом донышка и основного ботана. А после того, как мы сделали соединительную строчку, мы закладываем припуски на донышко и с лицевой стороны делаем строчку на 0,5 или 0,7 сантиметров. Этап следующий. Соединение ботана и клапана нашей косметички. Мы выворачиваем ботан на изнаночную сторону и соединяем только всего донышко. Донышко совмещаем с донышком и делаем строчку на 1 сантиметр от среза. После чего устанавливаем молнию. Как вы помните, мы сделали на молнии надсечки, их мы должны соединить с насечками на ботане. На ботане по крою тоже есть насечки. Если вы их соедините, то у нас будет симметричная сумочка. Ну, по форме она в принципе не симметричная, но мы можем достигнуть правильной несимметрии. Я закрепила молнию иголочками, и для того, чтобы было удобно втачивать молнию, я расстегиваю клапан и после этого начинаю втачивать. Все это делается лапкой для втачивания молний. После этого мы подготовленный подклад соединяем с основной деталью со стороны молнии. Подклад я буду закреплять уже иголочками, так как в припусках уплотнителя у меня нету, и они очень тоненькие, прищепочки здесь не держат. Устанавливаем подклад и делаем строчку со стороны основной детали. Дальше выворачиваем недоделанное изделие на лицевую сторону и выправляем наш подклад. Теперь нам нужно будет закрепить его по молнии. Для этого закрепляю прищепочками на всякий случай, хотя можно и без них. И даю строчку на 0,5 мм от молнии по всей окружности. И также напомню, для того чтобы лапка хорошо шла по искусственной коже, я обязательно смазываю маслом. Теперь соединяем нашу основную деталь и подклад по нижнему припуску. Соединяем эти ткани две вместе и даем строчку, закрепочную строчку на 0,5. И здесь мы приближаемся к финалу. Теперь нам нужно обработать донышко и соединить ее с основной деталью. Донышко у меня также уплотнено бандо на клеевой. Я ее в припуске опять же не впускала. И для того, чтобы соединить подклад и основную деталь, я воспользуюсь клеевой паутинкой. Просто прикладываю и через утюг приклеиваю подклад к основной детали. Получается очень ничего себе. Теперь нам осталось только соединить по надсечкам ботан и донышко. Совмещаем все абсолютно надсечки, которые у нас есть. И чтобы втачать донышко равномерно, я всегда пользуюсь одним и тем же методом. Сначала делаю строчку по прямым с верхнего среза, потом с нижнего. Также, если изделие большое, то
с левого и с правого среза. И только после этого начинаю оформлять поворотики. Таким методом у нас изделие не будет перекошено, если мы будем втачивать донышко с одной стороны. И еще небольшое уточнение по крою. Так как у нас косметичка не симметричная и центр ботана у нас немножко будет смещен. Правая сторона ботана у нас немножко длиннее, левая немного короче. Если вы приобретаете выкройку, я думаю, с этим проблем у вас не будет. Ну а если вы будете кроить самостоятельно, учитывайте этот факт. Также для того, чтобы облегчить задачу втачивания поворотов, мы можем воспользоваться степлером. Я думаю, кто меня постоянно смотрит, этот метод уже знают. Ну и наконец-то мы подобрались к последней операции, которую нам нужно сделать. После того, как мы втачали донышко, нам нужно обработать срезы. Я их буду обрабатывать все той же окантовочной лентой, либо можно воспользоваться косой бейкой. Но сразу хочу сказать, что окантовочная лента намного упрощает эту задачу. Она достаточно эластичная, что похоже на косую бейку, но в то же время у нее уже есть готовые срезы, которые не нужно подворачивать вовнутрь. Стоит она недорого, и цветовая гамма пышет разнообразием, так что можно подобрать к любой ткани. Под роликом оставлю ссылочки на все ткани, на все фурнитуру, которую я приобретала на Алиэкспресс. И, кстати, нашла очень классный вариант по искусственной коже. Ткани просто обалденные и большие куски. То, что я давным-давно искала. Помните, наверное, да? Но об этом я могу говорить просто вечно. Это, мне кажется, история другого ролика. А мы продолжаем. Вернее, заканчиваем обработку нашей косметички. И после того, как мы вывернем ее, мы должны, во-первых, проверить, есть ли у нас какие-то недочеты, а во-вторых, если все хорошо, подвергаем ее влажной тепловой обработке, и все готово. По-моему, косметичка вышла просто супер. Я могу смело сказать, что пошив прошел удачно, а это значит, что мы будем шить сумочку. Сумочка у нас будет немного большего размера, и, конечно, мы ее немножко модернизируем. А перед тем, как приступить к пошиву, мне срочно нужно закупиться тканями. Поэтому мне придется немножко отложить пошив этой сумочки на некоторое время, пока придут ткани. Кого заинтересовала эта косметичка, обязательно приобретайте выкройку, этим вы поддерживаете мой канал. Ставьте лайки, если сумочка понравилась, этим вы стимулируете меня на дальнейшее воплощение. А у меня на сегодня все. Всех люблю, целую, всем пока!